В интернете наткнулся на очень интересный торт. Зацепил его необычный вид и то, что он сделан из блинов и без духовки. Авторы рецепта обещают простое и быстрое приготовление. Ну и вот я решил проверить на практике, действительно ли это рабочий рецепт. Итак, для блинов нам понадобится мука, яйца, соль, сахар, какао, масло, мед, молоко и вода. Первым делом надо просеять муку, и особенно какао, так как оно всегда слеживается и получается с комками. И какао должно быть натуральным, ароматным и без сахара, а не питьевое растворимое. Далее добавляем соль. У меня гималайская соль без антислеживающейся добавки. По сути, это цианид. Говорят, что он условно безопасен, но я реально вижу, как работников пищепрома просто захлестнула эпидемия дерматита. Сахар я использую мелкозернистый, нерафинированный. Он лучше растворяется и придает карамельную нотку изделиям. Как все это перемешали, возьмите яйца. И лучше фермерские, от вольной курочки. А то бывает, что рыбный запашок от дешевых яиц переходит в выпечку. Слегка перемешайте и часть отложите на потом, для коржа под основание. Теперь яйца добавляем в сухую смесь. Только не размешивайте это венчиком. Возьмите ложку и покрепче. Будет довольно сухо. Я изменил авторский рецепт и вместо растительного масла добавил сливочное. Предварительно его растопил и карамелизовал. Это даст мне ореховую нотку и аромат, как у домашнего песочного печенья. Главное, не сожгите, а то будет горечь. Снимайте сразу с огня, как только запенится. Это значит, что белки уже отделились от жира и резко карамелизуются. Часть масла также отложите на потом для коржа. Далее добавляем молоко комнатной температуры и по частям. Так будет меньше комков. Еще я заменил его на топленое молоко. Оно сделает блины более нежными и придаст сливочный карамельный вкус. Ну и далее добавляем сливочное масло, взбиваем блендером или процеживаем через сито, и только потом уже добавляем кипяток, иначе комки могут обвариться и еще плотнее станут. Горячая вода в конкретном случае заваривает часть крахмала, делая блины более влажными, мягкими и в то же время эластичными, и не будут рваться на сковородке. Я пробовал полностью делать на молоке, но блины получились чересчур мягкими. А с такими сложно будет работать дальше и скручивать их рулеты. Они будут рваться. А наполовину с водой то, что надо. Получается более эластичное. Ну и в конце добавляем мед. Я советую использовать гречишный мед. Он более термостойкий и лучше сохраняет вкусовые качества после нагрева. Я также пробовал заменить мед сахаром. И с сахаром получился монотонный вкус, а с медом многогранный, с разными фруктовыми нотками. Теперь накрываем наше тесто, и пока оно отдыхает на столе, как раз успеем приготовить корж под основание. Для коржа нам понадобится мука, какао, сахар, соль, сода, ванилин, масло, яйца, растительное масло, молоко и уксус. Первым делом просеем муку и какао. Рецепт коржа я полностью переработал, так как по авторскому рецепту он вышел суховатым, плотным и не очень шоколадным по вкусу. Далее добавляем соль. Она не только для вкуса, но и для улучшения внешнего вида готового изделия. Затем добавляем соду, сахар, яйца, топленое масло, растительное масло. Я лично отдаю предпочтение рафинированному оливковому. Оно при нагреве выделяет меньше токсинов и не оставляет маслянистого послевкусия. Далее ванилин. У меня собственного производства, без натуральных ванильных палочек, в банке с сахаром. И уже много лет. Просто раз в год свежих добавляю, и аромат сильнее, чем магазинного. В конце топленое молоко и размешиваем, чтобы без комков. Но недолго, а то глютен начинает стягивать тесто, и корж будет менее рассыпчатым. Ну и в самом конце уксус. Как добавили уксус, тесто сразу используем. Долго не храним, так как реакция пузырей уже пошла. Корж будем жарить. И обязательно на толстостенной сковородке, иначе пригорит. Добавляем масло, и как только растаяло, выкладываем тесто. Накрываем фольгой, крышкой сверху и уменьшаем огонь на минимум. Корж готовится моментально. Сначала пойдет запах шоколада. И как только появится запах карамели, значит все, корж готов. И выкладываем его на решетку остыть. На приготовление коржа я потратил 10 минут. Не знаю, делал ли кто так, но мне этот способ очень понравился. Тем временем тесто для блинов подошло. Еще раз его перемешайте. И напомню, что так как у всех мука разная и условия хранения разные, то, возможно, надо еще добавить воды. Консистенция должна быть как 10% сливки. Всего должно получиться 14 блинов. И количество теста сделано впритык, поэтому удобно использовать мерную ложку на 60 мл. Один блин – 1 ложка. Жарим блины без масла, так как в тесте его достаточно. Тесто выливаем на теплую, почти холодную сковородку,
чтобы блины получились без дырочек, иначе крем через дырочки будет вытекать. Как блин стал матовым, увеличиваем температуру на среднюю и ждем появления пузырей. Далее проходимся лопаткой по краям, так как они всегда прилипают. И потом уже довольно интенсивно потряхиваем сковородку. Как только блин начал гулять, то значит он готов. Автор рецепта жарил с двух сторон, а я пожарю с одной, чтобы одна сторона была лицевой, красивой и коричневой, а поджаренная сторона у нас получается с разводами и более светлой. При этом блины у меня вышли абсолютно нормальные, не сырые. И готовые блины выкладываем на доску, тыльной стороной кверху. Края у блинов получаются сухими и ломкими, но по мере остывания они полностью размякнут, и можно будет спокойно их скручивать. Жарка блинов, конечно, оказалась самая нудная и времязатратная часть приготовления торта. На один блин у меня ушло примерно 4 минуты, а это почти час. Далее для крема нам понадобится творожный крем, сливки, греческий йогурт, мед и сахарная пудра. Сначала взбиваем сливки, добавляя сахарную пудру порциями. Сахарный песок не используем, так как он не успеет раствориться. Еще важно взбивать сливки холодными, это уменьшит риск расслоения. И взбивать нужно до мягких пиков. Если перевзбить, то после стабилизации торта крем будет крошиться. Далее творожный крем смешиваем с сахарной пудрой, добавляем мед и йогурт. Размешиваем. И теперь добавляем взбитые сливки и слегка взбиваем миксером. Сборку торта начинаем с промазывания коржа тонким слоем крема. Далее берем нашу стопку с блинами и прямо на ней промазываем тонким слоем все блины с некрасивой стороны. Если слой крема будет толще, то его попросту может не хватить. Далее складываем пополам и промазываем половинку со стороны закругления. Это закругление еще раз складываем пополам и еще раз его промазываем. Обратите внимание, что непромазанная часть блина будет верхушкой торта. Я хотел разнообразить торт, добавив персиков, но тогда сложенный блин получается очень бугристый, и его сложно скрутить. Торт просто разваливается. Как вариант, можно заменить джемом. Дальше нужно эти заготовки скрутить улиткой. То есть для этого я сложил блины полоской внахлёст и начал их скручивать. Максимум у меня получилось скрутить одновременно 6 блинов. Можно попробовать и все скрутить, но тогда их сложно придерживать, и они могут развалиться. Эту улитку я перенес на корж, а остальные уже поштучно просто прикладывал сбоку. Со стороны это, конечно, выглядит тяжело и неуклюже, но на самом деле они очень хорошо приклеиваются и держатся. Я бы сказал, это было просто и быстро. На всю сборку у меня ушло 15 минут. Далее наш торт накрываем пленкой. В идеале лучше обмотать ацетатной пленкой для фиксации торта, она более плотная. Но у меня такой нет, поэтому я стянул торт раздвижной формой для выпекания. Она, конечно, не очень подходит для этой цели, так как оставила складки по бокам блинов. Но теперь торт убираем на пропитку на 6-12 часов. Торт был задуман как простой, без декора, поэтому можно просто его пересыпать сахарной пудрой или украсить вашими любимыми фруктами. Только добавлю, что сахарная пудра очень быстро растаяла из-за влажных блинов. Торт получился довольно нежным. Блины через 12 часов уже не такие резиновые, да и по вкусу это сложно назвать блинами. А крем за счет меда получился очень вкусным, таким интересным и богатым разнообразными вкусовыми нотками. Для меня чуть сладковат, но в прикуску с малиной и черным кофе идеальный баланс и сочетание вкусов. Слои смотрятся очень эффектно, но тяжело его кушать эстетично, так как он отламывается целым блином и отдельно от основания, но это никак не влияет на вкус. Торт однозначно вкусный и оригинальный, но требующий времени и терпения, так что решать вам, заморачиваться или нет. Ну что ж, на этом все. Спасибо за ваше внимание. Ставьте лайки и подписывайтесь. И помните, вкусно готовить просто. Вся соль в деталях.